Ladies and gentlemen, please welcome one of the world's greatest musical treasures, Andrea Bocelli. Феномен Андреа Бочелли, голос которого называют одним из самых красивых из когда-либо существовавших, состоит в том, что никакого феномена в нем нет. Звуки, которые Бочелли щедро дарит миру, являются отражением его прекрасной души и уникального таланта. Если бы Бог пел, то он бы пел голосом Бочелли, любит повторять в Италии слова другого великого певца Лучано Паваротти. Родился будущий великий тенор в небольшой итальянской деревушке Лаэтика, где в 1831 году семья Бочелли основала фамильную ферму. Его семья владела небольшим виноградником, и отец Андреа каждый год делал небольшое количество вина Кьянти Бочелли. Когда в семейной книге сделали запись, ничто не предвещало появления на свет всемирно известного тенора. Но нет. Предупреждение, на первый взгляд не связанное с искусством, его мама получила еще будучи беременной. Врачи предупредили, по наследству может быть передана возможная причина слепоты младенца – врожденная глаукома. Женщина, несмотря на пугающее предупреждение, не сделала аборт. Увы, с первых лет стало ясно – зрение его падает. И ребенку каждый год делали по несколько операций, чтобы задержать прогрессирование болезни. В больнице после операции врачи и мама заметили, дитя лучше восстанавливается, слушая классическую музыку. Стали покупать пластинки в большом количестве, с которых у Андреа и началась пламенная любовь к оперному исполнению на все оставшиеся годы. А зрение ухудшалось. И родители начали готовить ребенка к перспективе возможной слепоты. Его отправили в специализированную школу. По воскресеньям семейной традицией были походы в церковь, и там Андреа после мессы разрешали музицировать на органе. Потом состоялось знакомство с фортепиано, затем страстное увлечение духовыми инструментами. Ему не позволяли чувствовать себя инвалидом. Верховая езда, велосипед, плавание, футбол – все занятия безоговорочно поощрялись родителями. Но увлечение спортом оказалось фатальным. Во время игры мяч попал в голову, и слепота начала стремительно прогрессировать. Это не остановило будущего великого тенора, переход из школы для слепых в нормальную, затем учеба в Пизанском университете на адвоката. Учась на юридическом факультете, юноша параллельно брал уроки музыки. Сначала молодой человек посещал мастер-класс маэстро Лучано Бетарини, потом брал уроки игры на пианино у Карло Бернини, но настоящим гуру для Андреа стал Франко Корелли. Я никогда не брал у Корелли уроки официально, не был его студентом, это были частные занятия. И ни разу Корелли не взял за урок денег, по окончании быстро уходил под разными предлогами. Мы были не просто учитель и ученик, мы были близкими друзьями. Стараясь заработать на обучение, Андреа совмещал занятия в университете и пение в различных кафе и ресторанах. Получив диплом юриста, Андреа трудился в качестве назначенного судом адвоката. 1992 год оказался переломным в биографии Андреа Бочелли. Он пришел на кастинг к знаменитому рок-исполнителю Цуккеро. Он сразу же впечатлил итальянца тем, что на лету смог вникнуть в суть песни без усилий. Вскоре выступление Бочелли на одной частной вечеринке услышала Катерина Зугарь, являющаяся президентом одноименного лейбла. Она пришла к выводу о том, что такой голос должна слышать вся страна, и предложила юному певцу сотрудничество. Андреа подписал контракт на выпуск первой пластинки. Эта запись попадает Лучано Паваротти, который поразился мастерству пения непрофессионала. Когда Паваротти услышал запись, он сказал: «Кто этот молодой человек? Я не смог бы спеть лучше». С этого времени начинается восхождение Андреа Бочелли на Олимп славы.
Кроме того, однажды ночью, играя в баре под открытым небом, Андреа встретил 17-летнюю Энрику Ченцати. Их свадьба также состоялась в 1992 году. И позже Энрика подарила Андреа 2 сыновей. По причине, известной лишь Андреа и Энрике, в начале 2002 года они официально подали на развод. Но Андреа Бочелли недолго оставался холостяком. В свои 33 года он встретил 18-летнюю девушку Веронику Берти, дочь маэстро Ивано Берти. Между молодыми людьми завязался роман, через некоторое время они стали жить вместе. Вероника стала не только женой, но и его директором. Через некоторое время старшие дети Бочелли переехали к нему в новую семью. А в 2012 году счастливое семейство ждало пополнения. На свет появилась малышка Вирджиния Бочелли. Но вернемся в 93 год. Бочелли получает первую премию на фестивале в Сан-Ремо в категории «Открытие года». Еще через год попадает в топ итальянских исполнителей с музыкальной композицией, которая становится хитом первого альбома певца. Сборник тут же раскупают миллионным тиражом в Италии. Второй альбом также стал платиновым. Бочелли приглашают с концертами по всей Европе. А в 1995 году ему выпадает честь выступить перед Папой Римским в Ватикане и получить его благословение. В 1996 году немецкий боксер Генри Маске заявил, что решил навсегда покинуть ринг. Покинуть он его решил красиво, устроив прощальный бой с чернокожим американцем Вирджилом Хиллом. Для финального выхода Маске требовалась какая-то красивая и соответствующая моменту музыкальная композиция. Просьбу найти и исполнить такую песню Маске адресовал Саре Брайтман, незабвенной исполнительнице роли Кристины в оригинальной постановке мюзикла «Призрак оперы». И вот однажды, ужиная в каком-то итальянском ресторане Германии, Сара услышала песню необыкновенной красоты, которая очень подходила ее стилю. Певица выяснила, что песня называется «Я уйду с тобой», и решила связаться с ее исполнителем. Исполнителем оказался итальянский оперный тенор Андреа Бочелли. Композитор Франческо Сартори и поэт Лучио Кварантото написали эту песню специально для него. Сара предложила Андреа записать песню дуэтом и немного изменить текст. Изменения были косметическими, они коснулись лишь рефрена и названия. Чтобы привлечь более широкую аудиторию, песня стала называться по-английски «Время прощаться», что идеально подходило для финального матча. Когда Брайтман и Бочелли встретились, певица неожиданно обнаружила, что ее партнер полностью слеп. По воспоминаниям Брайтман, «Я почувствовала, что наши голоса прекрасно подойдут, хотя никогда его не встречала. Я отталкивалась от своих инстинктов, я почувствовала, что между нами возникает некая химия. И когда мы встретились, все удивлялись, как это мы так хорошо ладим друг с другом. Когда мы начали запись, он положил мне руку на плечо, и я сделала то же самое. Между нами возникла связь». 23 ноября 1996 года долгожданный бой состоялся, собрав у телевизионных экранов многомиллионную аудиторию. Лучшей раскрутки для песни и представить себе было нельзя. Маске, кстати, бой проиграл. Впервые за всю свою спортивную карьеру. А вот сингл с песней стал продаваться быстрее, чем горячие пирожки.
В Германии он занял первое место и расходился со скоростью 40-60 тысяч копий в сутки. Надо сказать, что Генри Маске слова не сдержал. Видимо, он слишком тяжело переживал свое единственное поражение. Через 11 лет после прощального матча он снова вышел на ринг, чтобы взять реванш у того же Вирджила Хилла. В марте 2007 года 43-летний немец победил таки американца и теперь с чистой совестью мог уйти на покой. В 1996 году тенор выпустил 2 альбома. Один из них был посвящен иммигрантам и итальянцам, популяризовавшим оперу в мире. Следующая пластинка стала в свою очередь вкладом Бочелли в классическую музыку. Там он исполнял исключительно известные арии. Каждая из композиций моментально взлетала на вершины хит-парадов, где и находилась в течение длительного времени. С ним Андреа выходит на американскую сцену, дает концерт в Кеннеди Центр в Вашингтоне, а на другой день удостаивается приема у президента Клинтона в Белом доме. В июле и в августе он едет с гастролями по Северной и Южной Америке. Его концерт в легендарном Мэдисон Сквер Гарден прошел с аншлагом. В ноябре Андреа поет совместно с Селин Дион на Рождество. Его популярность в США растет. Селин Дион представляет его публике со словами: «Я слышала, кто-то сказал, если бы Бог мог петь, его голос бы был похож на Андреа Бочелли». Совместно с тибетской певицей Джуди Вайс, которую многие музыкальные критики называют обладательницей ангельского голоса, Андреа также исполнил песню. Седьмой альбом с музыкой исключительно религиозного содержания разошелся по всему миру и через 2 недели занял первое место в американских чартах классической музыки. Вскоре Бочелли назначается президентом Института музыки Бокерини в Луке. Когда Андреа Бочелли предложили место президента, он инстинктивно заколебался, поскольку уже к тому моменту исполнял множество обязанностей. Мэр города Пьетро Фацци, который какое-то время уговаривал его принять эту должность, позвонил ему. После нескольких дней раздумий певец согласился. «Я считаю, что это хорошая возможность для меня. Опыт, который, несомненно, обогатит мою жизнь», — сказал Андреа, принимая должность президента музыкальной школы исторического значения. Следом был выпущен 7-й альбом. Слушатели британского классического радио оценили альбом как лучший альбом года. All'amore, poiché quell'occhio è cuore onnipotente va. С начала 2000-х годов и по настоящее время Андреа Бочелли активно гастролирует, записывает новые альбомы,
выступает в качестве автора и соавтора биографических трудов. На сегодняшний день самый продаваемый исполнитель классической музыки и хитов итальянской эстрады живет у себя в поместье недалеко от городка, в котором родился. Помимо музыки, маэстро занимается лошадьми. Еще в детстве, возвращаясь с школы, он первым делом бежал в конюшню к лошадям. Лошади – настоящая страсть Андреа Бочелли. Лошади не только сильные, но также и чувствительные животные. Андреа понимает их без труда. Они хорошо чувствуют друг друга. Он очень любит о них заботиться, чистить, кормить и просто ощущать их теплое присутствие рядом с собой. Андреа очень любит этих красивых и выносливых животных. Его слепота не помешала ему стать довольно неплохим наездником. В одном из своих интервью Андреа Бочелли признается: «Мне нравится жить динамичной жизнью, мне всегда нравился спорт, и я быстро научился езде верхом, еще и потому, что в деревне не такой уж большой выбор занятий». Сейчас у Андреа Бочелли в его тосканском имении живут 5 его собственных арабских жеребцов. Перед большими концертами я выезжаю верхом. Это помогает мне успокоить нервы, признается певец. Андреа Бочелли также неплохо играет в бильярд и даже частенько выигрывает, несмотря на слепоту. Это дело привычки, нужно просто пытаться снова и снова, как и в любом другом деле, говорит певец. На горных лыжах Андреа впервые совершил свой спуск во время отдыха на Апеннинах. На вопрос, испытывал ли он при этом страх, Андреа Бочелли сказал: «Для меня спорт никогда не был вызовом никому и ничему. Я делал то, что мне хотелось сделать. Я считаю, что вообще нужно понять, к чему у тебя заложен интерес, а затем развивать его, поскольку это помогает получать удовольствие от жизни и бороться со скукой. Самый сильный страх я испытываю, выходя на сцену. Это не просто страх, это нервное напряжение. Но страх физического риска мне по-настоящему никогда был неведом, особенно в молодые годы». Однако самый опасный момент Андреа Бочелли пережил, совершив прыжок с парашютом. «Однажды я был на аэродроме недалеко от дома. Там было несколько молодых людей, практиковавших прыжки с парашютом. Они спросили меня, не хочу ли я прыгнуть. И я ответил: я свободен сегодня целый день. Конечно же, я попробую. Это был единственный в моей жизни раз. Со мной был мой отец. Очевидно, он придерживался иного мнения на то, что я собирался сделать. Моя жена ничего не знала, иначе она без сомнения запретила бы мне прыгать». У себя дома, в своем фамильном поместье, Андреа и его брат Альберто работают над улучшением качества вин собственного производства. Как говорит Андреа, они делают это в память об отце, который в свое время отдавал все силы на обработку виноградников, посаженных его дедом на землях Тосканы. Биография Андреа Бочелли полна различных поучительных моментов. Вряд ли кто-то может остаться равнодушен после знакомства с ней. Каждому из нас следует помнить, что, обладая талантом и несравненным упорством, можно добиться любых высот и покорить любые вершины. Несмотря на то, что я живу в изменчивом мире, я спокойно воспринимаю все, что преподносит мне жизнь. Я наслаждаюсь самыми простыми вещами и с готовностью принимаю любой вызов судьбы. Я всегда стараюсь сохранять оптимизм, следуя истинному смыслу высказывания французского писателя Антуана де Сен-Экзюпери: «Мы видим по-настоящему лишь своим сердцем».